Рой пчел налетел на маленького львенка. Но взгляните, как поступила его мама. Уважаемые зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, откуда вы смотрите. Нам действительно важно знать, в каком городе вы находитесь. Приятного просмотра. Утро в Серенгети начиналось спокойно. Воздух еще хранил ночную прохладу, солнце, поднимаясь над горизонтом, трава переливалась серебристой росой, а ветер доносил сухой аромат пыли и свежей земли. Львица со своим детенышем направлялась по равнине к каменистому плато, туда, где среди гранитных глыб можно было укрыться от полуденного зноя. Львенок шагал рядом, порой замирал, обнюхивал траву, трогал лапой следы антилоп. Львица выдерживала равномерный, уверенный темп, изредка останавливаясь, чтобы поднять голову и принюхаться к ветру. Когда солнце поднялось выше, они оказались у огромного баобаба. Дерево стояло одиноко, и в его тени воздух казался холоднее. Львенок застыл, вдохнул аромат, в котором чествовались нотки меда. Он направился к дереву, не дожидаясь матери. Львица насторожилась, ускорила шаг, но опоздала. Детеныш уже царапал когтями кору и сунул морду в темную расщелину у корней. Из дупла выплеснулся рой. Гул был пронзительным, густым, будто разряд электричества. Пчелы ударили на мордочку львенка черной живой волной. Он отпрянул, взвизгнул, повалился на бок, катаясь по земле. Насекомые облепили его голову, глаза, брюхо, впиваясь жалами в нежную кожу. Львица кинулась к нему, но туча пчел мгновенно накрыла и ее. Они атаковали морду, уши, нос. Она отскочила, встряхнула головой, ринулась снова, безуспешно. Рой был слишком большим. Львенок почти не шевелился, лишь тихо и прерывисто пищал. Львица сделала круг, замерла и внезапно резко побежала вниз, к равнине. Там, в 300 метрах, стоял джип рейнджера. Она поднялась на холм, издала низкий протяжный рев. Звук был не угрожающим, скорее, умоляющим. Рейнджер Джек Льюис уловил движение еще до этого рева. Он работал здесь 7 лет, изучил повадки зверей и различал предупреждение и просьбу. Львица не атаковала. Она словно пыталась привлечь внимание. Обошла машину, заревела, затем резко развернулась назад, мелькнув боком. Льюис взял из кузова перчатки, сетку, аптечку и баллончик с дымовой шашкой. Все это он держал наготове для случаев укусов, пожаров или нашествия насекомых. Когда они добрались до баобаба, картина была ясна. У основания дерева клубился рой, в траве лежал львенок, а рядом металась его мать, рыча и уворачиваясь от пчел. Льюис накинул защитную сетку и вышел. В тот же миг пчелы переключились на него, нападали на лицо, шею, руки. Он игнорировал боль, поджег фитиль и направил дым к дуплу. Едкий запах расплылся в воздухе, заставляя насекомых опускаться. Спустя минуту рой стал меньше, через 2 почти затих. Мужчина опустился на колени рядом с львенком. Тело дрожало, дыхание было поверхностным. На морде и брюхе виднелись десятки темных точек. Он начал поочередно удалять жало, поддевая их ногтем, чтобы не впрыснуть яд. Движения рук были быстрыми и точными. Львица стояла в нескольких шагах, напряженная, прижав уши. Она не нападала, лишь наблюдала, готовая вмешаться при малейшей угрозе. Ее хвост подрагивал, дыхание сбивалось от жары и волнения. Льюис достал из аптечки физраствор, промыл глаза и морду львенка, смахнул оставшихся пчел. Тот вскрикнул, но дыхание стало ровнее. Он приложил влажную ткань, чтобы снять опухоль, и намазал укусы мазью. Несколько раз проверил пульс и ритм дыхания, стабильный, хоть и частый. Он чувствовал, как его собственные руки горят от укусов, пот стекает под сетку, но останавливаться было нельзя. Животное могло погибнуть от шока. Он говорил тихо, почти шепотом, повторяя: «Еще немного. Дыши, малыш». Пчелы возвращались в дупло, воздух понемногу очищался. Львица приблизилась, ее дыхание стало спокойнее. Льюис поднял руку ладонью вперед, показывая, что не представляет опасности. Львица зарычала, но осталась на месте. Он приподнял львенка, уложил на одеяло, развернул ткань, чтобы укрыть от солнца. Детеныш тихо пискнул и прижался к земле. Львица подошла вплотную, наклонилась и облизала мордочку львенка. Ее движения были осторожными, а она избегала мест укусов. Льюис наблюдал,
стараясь не шевелиться. Он видел, как ее взгляд то и дело возвращался к нему, тяжелый, оценивающий, но без злобы. Еще несколько мгновений, и грань между человеком и львицей словно исчезла. Их объединяло одно — дыхание раненого львенка. Пчелы почти исчезли. Остался слабый запах дыма и меда, смешанный с запахом травы. Львица легла рядом, прикрыла тело детеныша собой, заслоняя от солнца. Он приподнялся, сделал шаг, пошатнулся, но удержался на ногах. Рейнджер сел на землю. Боль от укусов жгла лицо и руки, но он не обращал на нее внимания. Он смотрел, как львица бережно помогает львенку подняться, как тот делает несколько неуверенных шагов, прижимаясь к ее боку. В ее движениях не было больше паники, только усталость и сосредоточенность, похожая на человеческую. Он произнес тихо, почти шепотом: «Все. Вы справитесь». Львица посмотрела прямо, без боязни. Затем поднялась, подтолкнула детеныша и двинулась в сторону плато. Они шли медленно и спокойно. Через минуту их уже не было видно. Льюис еще несколько секунд прислушивался к тишине. Звуки саванны возвращались постепенно. Стрекотание цикад, шорох ветра, крики птиц. Только тогда он осознал, что весь этот час почти не дышал полной грудью. Он убрал аптечку, обработал собственный укус раствором, проверил двигатель. Солнце поднялось высоко, воздух стал густым от жары. Когда он завел мотор, по дороге промчалось стадо импал, в небе кружил коршун. По рации кто-то вызвал его, обычная проверка. Он ответил ровно: «Принял». Все в порядке. Вечером он сидел на пороге своего домика и пил крепкий чай. Саванна шумела, птицы возвращались на ночевку. Где-то вдалеке снова раздался низкий рев. Может, та самая львица. Он слушал и размышлял о том, как порой дикие звери, следуя инстинкту, переступают через невидимую черту. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!